Написано хорошо, тут написано просто Бог хорошо. Да, хорошо. Хорошо. Вот это вот на руне, вот я тебе говорил только что. Вот Бог, видишь? Вот То есть это Бо, а вот это Г. Вы эту палетку хорошо знаете, да? Да. Да. У нас даже есть видео, где он Она переведена уже. Есть еще одна в другой коллекции с той же самой надписью, только это из США. Вот, Валерий Алексеевич, там первая, по-моему, часть. Положено здесь кверху ногами, да? Или нет? Нет, читается она кверху Нет, ногами. это, Вот да. так, да. Все понятно, да? Да, Просто абсолютно не еще связаны забыла друг с написать. другом. Да, Регионы, У нас Да, есть это видеоканал где-то на в Рунице. районе Массачусетса. Да, На Ютубе, совершенно называется верно. Руница Вот это 1. то же самое. Их два, Тоже, да. Видеоканал там на что-то. Ютубе. Да, да. К сожалению, все-таки при хорошей Там просто бумаге, видео вся когда- была. Ну, если у мастера рука твердая, в общем-то, Не уверен. Ну, посмотрите как. с другой стороны, так. Валерий Алексеевич, вы вот сюда подойдите, тут на экране Я как раз говорю, очень- что скол, он Как будто будто, сделанный. да, и как будто голова какого-то Нет? мифического существа. Скол это мы делали в музее Ферсмана. Нет, это понятно. Вот так получилось. Так я и говорю, что это как будто бы слой какой-то, да, на этот камень сделан. Да. Его специально В этом дробили. плане. Я вот в этом В этом смысле, что на один камень наложено было что-то вроде штукатурки, и по ней... Андрюш, ты могли прям делать- приложи, У вот прямо меня- Этим приложи. летом мы были в Крыму. У меня Мы с рабочая тобой гипотеза, парились, что и они ездили все-таки на дольмены. при Взял помощи камень, растительных Приехал в Москву, и в составов институте их отдал на химических исследование. размягчали И поверхность пришло камня на исследовать, небольшую глубину, буквально что там на это 3-4 бетон. миллиметра. И резали просто костяным инструментом. Может, Но Не здесь металлом, очень потому хорошо, что Очень хорошо вот видно. Никаких вот при... Это 200, наверное, да? Это 40 у тебя 40. пока. Так, а вот сейчас сделаем 200. При 200-кратном увеличении видны микровключения Да, аккуратнее, от аккуратнее. инструмента, если они есть. На себя немножко. Здесь просто на так себя, склон, да, что мягче. получается, Вот, да, вот, сбоку вот, гладкий вот. насколько. Хорошо видно. Никакой работы. То есть, если А бы здесь это даже резали да? стальным инструментом или вот тебе гладко. бронзовым, тем более, хотя бронза гранит не возьмет, остались бы микроключения. Вот если это читать русскими буквами, да, вот это как будто Н, У, дальше М, НУМ, а вот даже это В. Можно прочитать как и воин. Не, ну тут каждую эту самую бороздку замучаешься. Почему замучаешься? Смотри. А если бороздка состоит из букв, Борис Ильич так и читает. и что? Так и мучается. Вон, если так смотреть, по всей бороздке идет. Ну вот. Вот надо это заснять. Всю бороздку. Одну из 10 тысяч. Да. Получается. Борис Ильич потом... А почему нет с другой стороны, если это все так замысловато? Нет, но на самом деле Смотри, вот эти много штуки, есть вот камней, эти, где бороздка, она просто читается. То есть там внутри. Они даже на сколу не естественно, похожи. всё это На делается. больших. Вот, это вопрос. Это другое дело. Понимаете, вот любой исследователь, вы сначала утверждаете, Вот следы от бура. допустим, некое наука. Они Принципиально на 40. Потом дальше Думаешь, это возникает бур? вопрос. На чем Дур. вы ее делаете? А, вот, Зачем? я сам это Потом лично как долго, делал потом, так Ферсмана. сказать, А, то есть это ты вот эти механическая следы там делаешь? работа, Да. ручная, ну и так далее. Но Давай сразу пока у вас фотографируем, нет чтобы это было. самого факта, Они это совершенно говорит другие. не о чем. Потому что Так? А вот теперь давай Ну, это увеличим. сначала сам факт посмотрим. исследовать, потом уже все остальные вопросы решать. у них грани рваные, в отличие от гравировки родной. То есть, Ну да, вот оно видно, оно грубое. то есть, Вот, это- вот выход бура виден как раз, Да, где да. был. То есть это обычной бурмашинкой делают. ну как, Ну вот оно даже видно, оно стоматологическое, да, стилизировано такое. биологическое. И вот, кстати, вот смотри, от бура вот они Видно, видны, видно, полосочки да. вот они видны. А в этих бороздках нет. Вот, сфотографирую для... То есть это никакая не бормашина. Сейчас мы найдем. Так, а где еще? Вот это вот все вот бурмашинки, Нет, да? а это я резал ножом. Ножом, давай Да, ножом ставим. посмотрим, как у тебя ножом получилось для Принципиально эксперимента. это царапина. Это просто царапина. на Да, камне. а здесь гравировка. То есть, Так. то Вот есть у тебя здесь- тут даже отколотости получились. Видимо, бур сошел.
Вот этот попробуем. Он характерный. Сейчас я притащу второй. Это там Давай. И Я перед бы- сразу тащи. раз. И сейчас Стол увеличим. выдержит, я думаю. Вы Даже стол. если Антон встанет на стол, стекло Не знаю. Просто пока Ну вот вы да, от бура рассматриваете, следы видны, как полосочки бы характерные. в теле. Вон, Андрюша, еще один камень. Три камня, у всех разная техника. Это вообще красиво. Да, это Ну, сами понимаете, что если их там тысячи, десятки тысяч. десятки тысяч, то один мастер не мог делать Конечно, шприц. конечно. А ведь как это подается? Это вот местный крестьянин, да, там за 5 Свободное лет нарезал, да. время. Причем брал это На самое, коленке. обломок мотыги и это сам такого, пилка-то у Ну, нас просто это не ложится в парадигму Какая? современной археологии, металла. только и всего. Лобзик, что ли? Ножовка, что ли? Ножовка, да. А, ножовка. И вот и Ну, конечно, выкорен. да. Андрей, а что это за камень? Экспертиза показала. Ну вот в музее Дарвина, когда делали выставку, там, значит, местные геологи посмотрели, сказали, что это андезит, а это андезитобазальт, чертый. А Вот. по мусу, ну немножко поумнее, чем. Какая О. плотность там примерно? То же самое, что у гранита. То есть это просто андезит это гранит, То который есть, в Андах. грубо говоря, 6,5. примитивными медными инструментами это вообще никак. Да и стальными, Нет, не подожди. всякими, гранит. Я сейчас принесу. Все Зачем? три принеси, конечно. Насколько я понимаю, гранит только победитом сверлится. Ну, может быть, они карборундом резали, кто это? Нет. Вот, например, вот родная перуанская бронза, да, инкского времени. Вот. Ну, сейчас, пожалуйста. Ну, царапину оставляет. Вот. Но Андрюш, ты прямо А это, чё? ворожством мой занимаешься. мой Аж сердце прямо это. Собственно говоря, вот он все это и вырезал. Да. Ну вот, Надо потом смотри, я затирать, пальцем да. вот провел и нет. То есть она не дает. Бронза, в принципе, может покорябать, но она не гравирует на такую глубину и на такую ширину. Даже если это брать это как его специально долоток. Ну, вот. А здесь, вот я не знаю, удастся ли, Коль, при помощи твоего микроскопа, вот посмотрите, кажется, что это вот рельеф, да, низкий. Вот, то есть сам рисунок выступает над фоном. Вот, пальцем попробуйте. Да, если да, еще. Да. Создается- Большая глубина. А тут, значит, А тут не Ферс мы чувствуется. осмотрели, значит, оказывалось, что, как здесь было сделано. Значит, вот поверхность камня делали гравировку. Мгм. Вот такой, это самое, как его, не клиновидную, а именно вот П-образную. Там сделана плоская раскладка. То есть там картинку можно посмотреть в плоском Вот. варианте. И после этого, вот это рисунок, а это фон. Со стороны фона вот так вот под углом подбивалось, то есть получается, что это вот так вот выглядит. И за счет этого создавался этот самый эффект вот этого низкого рельефа. Причем, Коль, надо сейчас посмотреть, если даст это Давай разрешение, попробуем. микроскоп. Там вот по этой грани видно следы долотца. Только там миллиметр у него рабочей поверхности. Или полмиллиметра, я не знаю. А чего же он сделан Вот тогда, и если не полмиллиметра? Так, Андрюш, что будем смотреть? Какую? Ну, притащи третий сразу. Мама третий пока просматривает. Какую смотреть будем, Андрей? Значит, смотри, нужно на грани со стороны фона. вот на- это да. сначала с этого начнем. Посмотреть. Так, мешало. Так, сейчас мы попадем сначала. Вот так вот оно надо попасть. Вот оно. Вот эта линия первая, да? Да, ну, по-моему, все-таки там у ребят был помощнее прибор. Вот это сейчас 40 у нас получается. 40. Сразу сфотографируем. А сейчас мы... Сейчас поточнее настроюсь, вот тут держу. Так, что мы должны увидеть? Я видел там, но, к сожалению, у них не было возможности фотографировать. Видел следы долотца вот со стороны фона, как будто подрубали. Когда вот... Тут, может, мы просто не ту линию сейчас. Может быть, да.
Посмотри самый рельефный вот на голове динозавра. Вот где зубы, например. Или где А, зубы. вот, кстати, тут вот действительно, тут вообще видно, что вот этот вот динозаврик, то вот это вот изображение, оно выпуклое, оно прям выпуклое. Это реально. кажется. Вот именно. Да оно не кажется, оно и рукой прямо вот Нет, чувствуется. если смотреть... Ну давай вот так посмотрим боковину головы динозавра. Чего Так. Ну вот видно, что она выпуклая, посмотри. Они каким-то образом умудрились изображение-то сделать немножко выпуклым. Ну, я тоже так думал. Ну вот если смотреть на рисунок сбоку, да, то есть на просто по линии, по горизонту, видно, что разница между А фоном. вот тут даже по фокусу видно. Вот видишь, я сейчас на верхнюю часть навожу, Мгм. нижняя грань из фокуса уходит. Это говорит о том, что она выше. А вот сейчас на нижнюю грань навел фокус, верхняя грань стала вне фокусе. Они, значит, разные по высоте, видишь? Ну не знаю, у меня девайсов нет, поэтому. Ну вот, вот это смотри, нужно- это вот нужно- смотри, вот морда динозавра, вот ее край. Вот мы на нее сейчас фокус навели, расфокус ушла нижняя часть. То есть она действительно выше получается. Здесь лучше видно. Да. Мгм. Она где-то на 0,1 миллиметра по высоте Ну, это отличается. какая работа. Я вообще Вот не она, представляю, вот. что- Вот можно прям. Когда люди так работают с драгоценными камнями, да, делают там, И допустим, как они это это сделали? самое, геммы, да? Вот. Понятно. Если гемма у тебя с ноготок, вот, и там вырезаешь. Мне вот мой друг археолог на Тамане, он рассказывал, нашли лет там 10 назад гемму вот с величиной с мизинец. Вот, там изображена Афродита и рядом амурчик. И когда, ну, какой величины амурчик, да, может быть, на такой гемме. Засунули под электронный микроскоп, у этого амурчика складочки под коленами вырезаны. Боже что мой. Я уже не говорю про крылышки. А вот То он. есть это только при электронном сканировании обнаружили. Вот, наверное, тут ее уже подрубали. Видишь, это вот получается у нас пальчики динозавра. Угу. Опять же, они пальчики у нас получаются выпуклые чуть-чуть. И вот тут видно, что как-то они... А, знаешь же, от чего создается впечатление выпуклости? Они под острым углом наискось. Так вот, я тебе, вот Да, я да, так и да, нарисовал. да, да, Вот да. за счет Но этого эффект и создается. Это я затупил немножко. Сейчас попробуем еще увеличить. Сколько больше? Вот так вот. Сейчас увеличим на 200 крат. Вот у нас ноготок лапки. Это сейчас будет видео. Ну тут у тебя мониторчик маленький. Тут, Ну, конечно, это не совсем мониторчик маленький. Камера разрешения всего 640 на 480. Старенькая Ага. она. Но все равно вот видно. Причем посмотри, с какой точностью. И ведь ни кусочка у лапки не откололи. Это что за инструмент такой должен быть? А представляете, если камень 70-80 сантиметров в диаметре, и вот такая резьба идет по всей окружности, Попробуем тоже по всей поверхности. Сложите эти камушки, что ты... Да сейчас донесу. Сейчас. Там просто попроще Настроим. резьба. Причем этот камень сам со вкраплениями, с точечными. Да. Алексей, вы посмотрите, тут на мониторе просто действительно Да, очень да, удобно. да. Видно все вот эти вот. А мне вот здесь так вообще отлично. Хорошо видно? На экране. Он же... Вот, это мы сейчас край лапки смотрим. Вот, Контрастный. вот хорошо как Вот, видно. Мгм. Причем инструменты какой-то интересный. самый легкий его можно было. Вот я могу Покрутить, да. Кстати, героическую И вот позу. сейчас увеличим как раз. Так, скажи, девушка, улыбки. Спасибо. Такая тонкая работа. Значит, увеличение 200 крат, Ширина. и даже кончик Бороздки не скован. в 2 раза шире. Змей какой-то. Горыныч, Это партизан. двуногий динозавр, он откусывает голову человеку. Вот Ну, всю человек- голову-то Ну, откусывает. видно, А у них что с еще? рептилоидами не было дружбы. Хороший Вот рептилоид, это эти мертвый тонкие рептилоид. черточки. Это точно. Вот, смотри. Вот человек. Настолько они тоненькие. Ну, Вот да, тут памперсы. зачем это Да. так они сделали? А вот Думаю, голова, Думаю, промолчу. голова он её за это самое. Ага, да, И двуногий. да. То есть, Сделай нам это. Да, сейчас. а дальше хвост. А вот, Андрюш, посмотри, вот эти самые тонкие черточки, вот эти вот Мгм. эти вот. Блин, Андрюша, не вовремя. Это даже не нож. Ты посмотри, начало, как у гормашинки, скругленное, кстати, Андрей, вход. Ну, Коль, я не могу сказать. Вот, когда ты смотрел на черном, А да, вот сейчас на посмотрим, камне, увеличим. Да. там видно было прям след от бура, правильно? Ну, где-то тут подписи должны быть. Ну, наверняка. Ага. Хорошо. Вот надо смотреть груженным взглядом.
Да. Слушай, Аня, какой у тебя хороший этот самый камера какая. Да сколько пикселей? Андрюша, ты уверен, что он ему откусывает голову? Может, просто он туда залез? Дантист как дрессировщик. Дантист там, так. Наташа, сильно. Откуда Аня, на большом количестве Да, изображений, да, да, а вот 8 что точно пикселей. откусывает. что- Цвет такой хороший. Цвет хороший, да, у меня да, совершенно другой цвет. классно, Хотя да? сколько же пикселей. Да, нет, это Какие вес? хороший. По частям, по одному. Сумку тащил. Ну, я про вес. А это в разные годы. По одному камню, о чем? 8-9 килограмм. Ну, это поменьше. Похож в памперсе. Да, Ну, они все такие, да, как ни Ну, странно. как динозавра увидел, Похож в сразу памперсе памперсы как будто бы. потребовались. Изобрел. Да. И там все в памперсах, и здесь в памперсах. К сожалению, я не понимаю, что это за... Это племя людей в памперсах. Да. Ну, Вот такие они. ножки здесь хорошие. Все тоже. Назовем их памперсоиды. Да. Да. Причем они у них отличаются. Вот Памперсы это? у главного не в сеточку, у него другая а у этого в сеточку как Ну, памперс. там сеточку